Друзья, бойцы, зрители, разрешите представить вам гайд Бенедетта МЛББ. Я отыграл более 2000 игр на Бенедетте. Прошел через кровь, пот, слезы. Передаю вам в уста наработанный годами опыт. Поднять мечи. С вами Хоша. В этом выпуске мы разберем с вами особенности игры на Бенедетте, геймплей, фишки и полезные советы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Не будем делать большой акцент на навыки, гайдов в интернете много. Давайте просто быстро по ним пробежимся. Первый навык. Бенедетта наносит урон по верообразной области. Не все знают, что попутно позади себя она также наносит урон, хоть и незначительный. Второй навык. Самое вкусное. Герой делает рывок, попутно нанося урон. Навык имеет антиконтроль и иммунитет к урону, но об этом чуть позже. Третий навык. Снова рывок, позади которого Бенедетта оставляет гигантскую мясорубку, которая наносит приличный такой урон. Пассивка. При зажатии кнопки базовой атаки Бенедетта заряжает энергию, которую мы видим на мече сверху. Когда она доходит до конца, у нас появляется возможность сделать рывок с уроном. Энергию можно накапливать как и зажатием, так и любыми атаками и навыками. Разберем нюансы, ошибки и фишки игры за Бенедетту. Начнем с пассивки. Как мы уже говорили ранее, ее мы можем накапливать, нанося урон навыками. Учитесь передвигаться по карте за счет пассивки, так вы будете быстрее. Второй навык. Если вы поймаете тайминг и нажмете его, когда на вас летит стан, контроль на вас не сработает. И самое интересное, если вы при этом еще и попадете им по врагу, вы застанете противника его же контролем, и других врагов этим контролем вы тоже можете зацепить. Еще и заряд пассивки получите. Веселая штука получается. Во время использования этого рывка вы становитесь невосприимчивы к урону на микроскопическое время. Не используйте второй просто так. Это самый важный эскейп у данного героя. Держите его перед тем, как залетать в толпу, либо под башню. Используйте ультимейт через крипов, монстров или героев для быстрого передвижения. Максимальное количество рывков с одной ульты, при условии, если под ней будет находиться живность, и мы также активно будем помогать зажатием базовой атаки, мы можем сделать 4 раза. 4 рывка. Показываю. Кидаем ульту. Раз пассивка, 2 пассивка, 3, 4. Получается 4 рывка с ульты. Не бойтесь ультовать на развороте. Если вы набрались уже должного опыта и чувствуете Беню, вы можете в ситуации, где вас догоняют с низким ХП, дать третий навык назад и забрать пару киллов. Полезный совет по микроигре. В массовых файтах, когда ультуете, старайтесь заманивать врагов в места, где больше препятствий. Таким образом, враги могут аппетитно выстроиться в ряд под ваш ультимейт, чтобы было меньше пространства для выхода из-под вашей ульты. Из дополнительных навыков берем оцепенение. Тем самым мы можем внести наибольший профит для нашей команды. Теперь разберем основную комбинацию героя. Сначала идет ульта, затем отцепа, пассивка, первый скилл, второй – базовая атака. Учитесь совмещать ульту с оцепенением. Не забывайте также совмещать базовые атаки с навыками. Они тоже имеют место быть. Вставляйте их в перерывах между навыками, пассивками и так далее. Так ваш скилл увеличится в разы. Еще одна фишка Бенедетты. Можно фармить пачки крипов на базе противника сразу в 2 линии. Делается это следующим образом. Передвигаетесь без палева к базе противника, залетаете пассивкой за стенку, отводите на себя крипов, далее даете первый скилл по крипам, затем доджите урон от башни вторым навыком. И все. Поздравляю, вы богачи. А что будет потом, зависит только от вашего скилла и умения бегать от противников. Обязательно потреньте сначала это в режиме тренировки. Обычно на низких рангах я скипаю пачки, ко мне подтягивается какой-нибудь маг, и ты на развороте залетаешь на него с ульты, вместе с отцепой. Это уже более такой продвинутый уровень. Но стоит учитывать, что в данной ситуации вы забираете фарм у вашего мидера. На низких рангах можно побаловаться. Бенедетта – мобильный герой, который может быстро передвигаться по карте. Пользуйтесь этим, когда играете на линии опыта. Не стойте постоянно у себя на лайне. Лучше примите участие в битве за вазон.
Для этого скипаете первую пачку крипов, стягиваетесь к своей команде и помогаете забрать вазон в начале игры. В лучшем случае можно даже убить парочку противников или хотя бы вражеского лесника, после чего возвращаетесь к себе на линию. Не тратьте попусту ультимейты и оцепенение перед черепахой. Таким образом ее будет больше шансов забрать. Когда у черепахи остается мало хп и вражеский лесник вот-вот засмайтит объект, постарайтесь помешать леснику применить возмездие. Для этого вы можете кинуть ульту одновременно и на черепаху, и на вражеского лесника. После чего застаньте смайтера оцепенением и далее действуйте по ситуации. Черепаха ваша. Аналогично и с лордом. Контрпики Бонадетты. Тяжело стоять против Дариуса, Минцитара, Фовиуса, Орлота, Чонга и Халида. Лучшие союзники: Атлас, Тигрил, Ангела, Флорин, Кармила, Лолита, Минотавр, Фарамис. Следите за сборкой врага. Это общая рекомендация, всегда мониторьте, что собирает враг, и подстраивайтесь под его билд. Еще немаловажный пункт – персонализация. Мне, допустим, неудобно, как игра изначально преподносит нам расположение кнопок и навыков. Выделите для этого время и подстройте кнопки под себя так, как вам удобно. Нужно экспериментировать. Так вы заметите, как ваш скилл будет улучшаться со временем. Отдельно хочу сказать про напальчники. Тема субъективная. Если вы чувствуете, что ваши пальцы твердые и долго скользят по экрану, или же они сильно потеют, попробуйте купить игровые напальчники. Нужны они для повышения чувствительности и скольжения. Цена вопроса всего 100 рублей. Просто не жмотьте деньги и не покупайте сезонный скин на Харита. Я пробовал играть с ними. Отыграл точно игр 300 в них, быстро к ним привык, но долго потом отвыкал. Или же попробуйте просто купить нормальное защитное стекло. Как мы уже сказали выше, из дополнительных навыков мы берем оцепенение. Предметы. Я гоняюсь такой сборкой. Объяснять за каждый предмет не буду, я не билда-эксперт. Здесь есть урон, здесь есть выживание. Баланс. Что касается эмблем, я беру вдохновение на перезарядку навыков, кровавое пиршество на вампиризм от навыков и убийственный пир на отхил от убийств, который хорошо помогает, когда забираешь врага под башней, а у тебя лоу хп. Также есть вторая вариация, где вы делаете акцент на урон. Для этого берете смертельное воспламенение на поджог, мастер оружия для дополнительного урона от снаряжения и разрыв на адаптивное проникновение. Внимание, розыгрыш! Разыгрываю 2 эпических скина на ваш выбор. Для этого нужно сделать следующее. Подписаться на канал, поставить лайк, написать в комментарии ваш ID и ник в игре. Победителя определим на стриме 25 апреля случайным образом. В завершении хотел бы сказать напоследок. Мабла забирает у нас все. Все понемножку. Нервы, время, зрение и даже зрение. Делайте перерывы. Заварите чай или же потыкайте палкой кого-нибудь на улице. Поиграйте в Бонадетту в real life. Делая так, вы сможете сохранить свое здоровье. Ведь в последнее время мы часто забываем о себе. Спасибо, ребят, что досмотрели до конца. Пишите в комментариях, на кого хотите гайд следующим. Участвуйте в розыгрыше, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. До встречи в новых выпусках.